Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладно и я». И сегодня мы поговорим об одном вопросе, который мне очень часто задают женщины. Что значит слова мужчины «ты слишком хорошая для меня»? Знакома вам такая ситуация? Я думаю, в жизни каждой женщины, если не 3-5, то как минимум пару раз такой типаж мужиков встречается. И хорошо, если пару раз, и они потом исчезли. Но если они встречаются достаточно часто, и они каждый раз вам попудрят мозги, повстречаются с вами, порассказывают вам сказки, а потом в какой-то момент, когда вы уже готовы так взять их за горлышко, подержаться и сказать: чувак, так что у нас? Мы встречаемся, мы женимся, что с нами происходит? То есть вы требуете ответа. Чувак, обозначь, что происходит. Я хочу получить от тебя какие-то гарантии. И в этот момент мужчина становится мягким, как воск, и говорит: ты слишком хорошая для меня, я не могу тебе делать больно. И так, и уехал. Слился, как водичка в унитазе смыли, и утекла. И его нет. И как бы вы ни искали, ни звонили, он отмораживается на всю катушку. Вам больно, вам неприятно, вас бесит эта фраза «ты слишком хорошая для меня, но…» А что но? Объясни, в чем? Гнев ваш праведный, я его понимаю. В молодости я пару раз сама оказывалась в таких ситуациях. И честно, я готова была прибить этих мужиков, которые я до сих пор одного из них даже, может быть, имя вспомню. Но я помню ту ситуацию первый раз, когда мне сказали: ты слишком хорошая для меня. У меня возник внутри такой хороший вопрос в ответ, но я тогда заткнула себе рот и не выдала его, а зря. Вопрос такой: а какого черта, если я такая хорошая, ты не можешь мне ничего предложить, что ты вертелся возле меня? Так вот, сейчас я вам расскажу, теперь я уже психолог, я уже работаю долго с женщинами, я знаю, что значит эта фраза «ты слишком хорошая для меня». И вот что она для вас на женском языке будет означать. Ты классная, ты выложилась передо мной на все 100, но мне нечего тебе предложить, я вообще-то и не собирался. Я просто хотел подойти к огоньку, погреться, потому что сильно озяб, продрог, был сильно голодный. Я не ожидал, что мне тут устроят пир на весь мир. Заплатить за пир мне нечем. Поэтому я пока свалю, пока счет не выставили, потому что расплачиваться мне нечем. Всего-то навсего вот что значит эта фраза. Тебя хорошо пользовать, но платить за это я не собираюсь. Ваши надежды рухнули вниз, мир ушел из-под ног, а он, оказывается, и не собирался платить за это празднество жизни. И поэтому что происходит, когда вы начинаете общаться с мужчиной? Не бойтесь задавать ему вопросы. А что он из себя представляет? Какой он? И если он вам рассказывает: а ты мне покажи себя, а ты мне дай посмотреть на то, какая ты, вас эта ситуация должна очень сильно настораживать, потому что когда вы вываливаете все явства, все драгоценности перед таким человеком, он может оказаться банальным воришкой. Он возьмет, попользуется и свалит, пока счет не выставлен. Почему женщины так делают? Почему женщины верят в эту сказку? Да потому что они не знают себе цены, не знают, о чем спрашивать мужчину и как сопоставить свои ожидания, то, что есть у нее внутри, и то, что она может принести в отношения, с тем, что есть у мужчины, есть у него внутри, и что он может принести в эти отношения. И получается что? Игра в наперстки. Но наперстки-то эти не у вас. Наперстки-то эти у него, это он им кручу-верчу, обмануть хочу. А вы-то вываливаете все больше и больше. А потом чувак понимает, что еще чуть-чуть, вы уже вывалили все показали, а ему в ответ предложить нечего. И когда человек уже вскрылся полностью, в картах, если играют, по-мужски, будем говорить так, говорят: вскрывайся, а ему нечего. Он блефовал.
Он вам рассказывал сказки, томно закатывал глазки, вздыхал или уходил от ответа: «Я не могу тебе сейчас об этом рассказать, это слишком серьезно, я берегу тебя». А вы себе там придумываете, лапшу на уши вешаете, и все нормально. Но если бы вы изначально понимали, мне на мужика посмотреть-то надо, а что он может предложить, а что у него есть? У меня-то я знаю, что есть, потому что, смотрите, какая важная штука. Когда женщина не знает, что хорошего есть у нее, она начинает вываливать все, а вдруг что-нибудь да пригодится. Это, знаете, вот есть такие блошиные рынки, барахолки, когда сносят туда все, что осталось в доме, и лишь бы хоть какую-нибудь копеечку за это выручить. Если туда приходит ушлый продавец, который знает цену мелочам или видит того покупателя, которому это надо, он, конечно, цену взвинтит. Но об этом мы поговорим, об истории блошиных рынков мы поговорим и женской ценности позже. А сейчас обратите внимание, когда приносишь туда, там покупают за копейки. И вот точно так же, не зная, что есть у вас внутри, чем вам дорожить, что припрятать, а что выставить наружу, что показать, о чем сказать наполовину, а о чем вообще промолчать. И подождать, пока человек напротив вас расскажет о себе больше, чем рассказали вы. И тогда уже совсем другое получается отношение между мужчиной и женщиной. Тогда он вам уже не скажет: «Ты слишком хорошая для меня». Но если вы не знаете, какие богатства у вас внутри, как вы можете вот так выстраивать отношения с мужчинами? А никак. Просто потому, что цены вы себе не знаете. Именно поэтому у меня для вас есть хорошее решение. Мы планируем вот в ближайшее будущее запускать практикум, который так и будет называться «Оцени свои активы». И вот там мы будем делать полную ревизию вам, вашим качествам, вашим талантам, вашим недостаткам и превращать их в достоинство. Я расскажу, как это сделать, потому что очень многие вещи, которые вы считаете у себя недостатками, мужчины очень дорого ценят. И я об этом, обо всем расскажу в практикуме. И что тогда получится в результате? Вы будете приходить уже не на блошиный рынок, а вы уже будете четко знать себе цену. И вас тогда сказками «ты слишком хорошая для меня» не раскрутишь на то, чтобы вы тут накрывали тем, кто не в состоянии пира платить. Вы сможете уверенно, комфортно себя чувствовать на любой встрече с мужчинами. Не обязательно на свидании, даже просто общаясь на улице, вы будете транслировать правильную энергетику, правильный эмоциональный посыл, который любителям шары просто не позволит к вам приблизиться. Не позволит вам выносить вам мозг и рвать вашу душу в хлам. Приходите на практикум, оцени свои активы. После этого вы поверите в то, какая вы офигенная и чего вы на самом деле стоите. А стоите вы немало. Это я вам говорю с полной ответственностью. Я знаю, что все женщины очень классные, как только они начинают себя ценить. И я готова вам в этом помочь. С вами была Алла Касаткина, мои ласточки. До встречи в практикуме. Пока-пока.